Всем привет, это снова Стас с версии 1.5, которую пришлось основательно поковырять, чтобы понять, что же в ней такого поменялось, кроме того, что было написано в списке изменений. Но начнем, конечно, со списка изменений, который, кстати, теперь показывается сразу после обновления. И это отличная идея. Но мы его тут читать не будем, хотя он здесь доступен, а будем смотреть, что же у нас поменялось прямо в игре. Первое, что должно было поменяться, но я не могу этого проверить, это чуть более хорошая поддержка разрешения 4К, благодаря возможности увеличить масштаб интерфейса аж до 200%. Как видим, масштаб меняется, но насколько хорошо при этом видно все элементы при разрешении 4К, я проверить не могу. Возможно, кому-то нужно еще больше увеличения, почему бы этого не сделать. Дальше у нас есть такое нововведение, которое сложно проверить и продемонстрировать. Части, которые можно свернуть и развернуть, например, солнечные панели, должны были получить дополнительный параметр, которым можно задать силу удара, который они выдерживают в свернутом состоянии. Я проверил файлы игры, и оказалось, что вот эта вот солнечная панель Giantor, вот эти вот солнечные панели в коробочках, да, которые можно сворачивать и разворачивать, они получили в свернутом состоянии в 3 раза большую устойчивость к ударам, чем в развернутом. Что касается вот этих вот панелей, которые можно только разворачивать, они получили в 2 раза большую устойчивость к ударам, чем раньше. Что касается остальных частей, которые можно сворачивать, разворачивать, например, антенны или радиаторы, то там ничего не поменялось. Хотя разработчики говорят, что параметр такой должен быть, и моддеры смогут его использовать для своих целей. Сами понимаете, точную силу удара проверить довольно сложно, поэтому протестировать это практически невозможно. Сразу запустим нашу капсулу для того, чтобы посмотреть на еще одно нововведение, а именно то, что кербалы, как ветераны, так и обычные, получили новую модель и текстуру скафандра. Она очень похожа на старую, но если вы приглядитесь, то вы увидите, что она стала более детализованной, менее размытой и более четкой вообще. И здесь даже появились какие-то намеки на картные нормали, которые дают вот этому материалу такой вид, как у текстиля. Также видим, что под парашютом выглядывает новый какой-то компьютер, который находится внутри этого ранца реактивного. Вот так вот теперь. То есть, в принципе, стало чуть-чуть лучше. Фонарики работают. Раньше они были как бы более размыты и действительно требовали небольшого улучшения. Дальше, если мы откроем какой-нибудь космический корабль с множеством ступеней, ну, например, в стоковых кораблях есть такой корабль, как Kerbal X, и я его очень обожаю в этом смысле. Мы его сейчас запустим, чтобы продемонстрировать такую штуку, как новый индикатор времени прожига маневра. Когда мы создаем маневр, вы знаете, что здесь появляется вот такой индикатор, который показывал, сколько же метров в секунду Δv требуется. Теперь, как видите, он стал отображать также ступени, которые будут использованы при маневре. И если мы сделаем маневр слишком длинным, так что у нас топлива перестанет хватать, эта штука даже начнет нам показывать, что вот кусочка не хватает, и вот эти вот цифры станут красными. Кстати, по умолчанию у вас не будет возможности поменять время старта маневра. Как видите, здесь теперь можно переключать с помощью вот этих двух кнопочек, какую же часть маневра мы хотим выполнить до того, как мы попадем в точку, собственно, маневра. И здесь по умолчанию 50%, можно начать позже, можно начать раньше с помощью этого всего. Например, если поставить 100%, то вы весь маневр выполните так, что он закончится в точке маневра. Но обычно мы пользуемся 50%, чтобы половина была до, половина после. Итак, чтобы вот это вот появилось, а этого по умолчанию нету, вам придется зайти в настройки, здесь найти такой переключатель Extended Burn Indicator или расширенный индикатор прожига. Вот тут вот. И тогда появится это все. Без этого он будет выглядеть практически так же, как и раньше, просто появятся номера ступеней. Появилась такая возможность, которую раньше все много просили, для этого даже специально был мод. В общем, теперь вот в это внешнее командное кресло Кербала можно посадить без всяких ухищрений прямо
в редакторе. Засовываем сюда нашего Джеба Кермана и запускаем. И он уже сразу будет сидеть в нашем кресле. Это значит, что кому-то на один мод придется устанавливать меньше. Как видим, он здесь сидит. Также вы знаете, что у нас всегда можно было перекачивать топливо путем нажатия клавиши Alt и правого клика на различных контейнерах, которые содержат ресурсы. И, в принципе, это было удобно. Но теперь станет еще удобнее благодаря тому, что теперь это все можно будет делать с помощью вот этого вот приложения ресурсов. Теперь нужно будет просто активировать здесь какой-нибудь ресурс, после чего все окна с этим ресурсом будут показаны. И раньше, вот в этом вот режиме, когда вы выбирали их через это приложение ресурсы, вы не могли зафиксировать эти окна. Теперь их можно фиксировать, и везде здесь будет активна возможность передачи ресурсов. Что вообще-то здорово, потому что раньше это доставляло определенные мучения. Я не берусь проверять, исправили ли какие-то ошибки с локализацией, потому что должны были исправить, потому что локализацией я не пользуюсь и не мог заметить ошибки. Так что даже если я буду смотреть сейчас, я не смогу узнать, исправилось ли что-нибудь. Также мы помним по новостям, которые я транслировал, что для многих частей поменялись модели и текстуры. И среди них, вот, например, этот Mark 1 Command Pod, который теперь похож по умолчанию на космический корабль Mercury. И у него есть возможность переключать текстуру между тремя вариантами. Это оригинальный, белый и белый с серой полосой. Вот так вот это все выглядит. Внутри у него также поменялся интерьер, что можно легко заметить. Он также стал намного более четким по внешнему виду. Даже слишком, мне кажется. Раньше он был несколько размытым и казалось, что это нормально, но теперь все кажется настолько четким, что все остальное кажется размытым. Вот так это все теперь выглядит. Довольно простенько и похоже, мне кажется, на другие новые капсулы. Кроме него, изменения коснулись Probodobodyne Hex и Probodobodyne Hex 2. Как видите, появился даже шейдер, о котором так много говорили, который блестит. Но на самом деле с блестящим шейдером оказалось есть проблема. Пока он здесь у нас работает в здании редактора, и на нем даже отражаются стены здания, в котором вы находитесь, когда вы запускаете, все волшебство пропадает. То есть отражения внешнего мира у вас не будет, только источников света. Вот так вот. Кроме того, что Hex получил новую модель и текстуру исправленную, его еще и повернули на 30 градусов. То есть раньше он был как-то вот так вот. Так что в старых рафтах, если вдруг окажется, что вы использовали этот самый Hex, возможно, придется его повернуть. Потому что поменялась не только ориентация модели, но и ориентация осей управления. Также Probodobodyne Octo получает новую модель, которая с двух сторон, она в принципе одинаковая. Дальше Octo 2. Также получил новую текстуру и небольшой металлический блеск сверху и снизу. Также Stay Путник получил вот такой блеск, но он на самом деле выглядит не так хорошо, когда вы его запускаете. Также может показаться, что вот здесь неправильно тени отображаются. Потому что когда источник света падает с этой стороны, здесь почему-то появляется тень, хотя кажется, что должно быть наоборот. На самом деле вот эта штука, она вмятина внутрь. И она не торчит наружу, а наоборот, это углубление, поэтому тени так отображаются. Ну и видно, что он, конечно, не полностью повторяет оригинальный спутник первый, но он сделан по образу и подобию, то есть части текстуры, они взяты прямо с реплики, которая выставлена в музее, скорее всего, где-нибудь. Вот ребята пошли, посмотрели, все срисовали. Дальше. Probodobodyne QBE получает также новую текстуру с блеском. Probodobodyne Rovemate. Как видим, теперь мы, когда его ставим, он ставится вертикально. Почему? Потому что раньше, как вы помните, у него ось управления находилась вот здесь, перпендикулярно
и проходила сквозь него центр сверху вниз или снизу вверх. В общем, теперь его можно использовать намного удобнее. Не вот так, а вот так, потому что теперь его ось управления будет смотреть вперед. Вот. Также мы видим, что он совсем не по-стимпантовски выглядит и совершенно отлично видно всякую детализацию на уровне Curiosity, да, и также у него есть возможность переключать текстуру, которая меняется с простой белой, ее можно обтянуть серебряной фольгой или серебристой фольгой. То есть часть деталей убирается и просто появляется вместо этого явная фольга, которая отражает свет и имеет всякие помятости, или золотой фольгой, которая тоже будет похожа на серебряную. Собственно, это все, что касается наших капсул и спутников. Также топливные баки получили новую текстуру. Все, которые имели размер 1,25 метра. Это FLT-100, маленький, у которого можно переключать текстуру. Сейчас мы попробуем собрать все баки и посмотреть их вместе. FLT-200, FLT-400 и FLT-800. Теперь их сложно найти глазами, потому что непривычно, но придется привыкать, потому что в эту сторону движется игра. Кроме топливных баков у нас поменялись вот эти вот твердотопливные ускорители RT-10 и RT-5. Теперь их можно посмотреть более подробно, чем они были на картинках. Здесь также переключаются текстуры. В целом они теперь очень похожи, и даже похожи, как будто бы вот один из них просто надели на второй, и таким образом его увеличили. Ну и попробуем переключить, так как вы знаете, здесь у нас есть меню варианты схем цветовых, и переключим все на белый цвет. Вот так вот, все единообразно беленько. Черно-белый вариант есть не у всех деталей, конечно, только у баков, у ускорителей нет. Дальше серо-оранжевый. Пожалуйста, для союзов первых версий вполне хорошая оригинальная расцветка. Дальше темный вариант. Это по умолчанию, мне кажется, такой же, да? Нет, черно-белый и темный отличаются. Дальше у нас идет серый. Никаких изменений. Оранжевый вариант у нас переключается только на ускорителях. Золотой не работает. Голый вариант без краски не работает. Shroud, Grey and White тоже не работает. Желтый и белый переключается только на твердотопливных ускорителях. И варианта серебряного у нас нет. Вот так вот теперь это все выглядит. То, что все баки должны были прийти к единому знаменателю, мне кажется, было очевидно. И процесс пошел. И у нас, получается, 14 частей получили новые текстуры. И многие из них получили несколько вариантов расцветки. Некоторые получили не меньше, чем 3. Но, конечно, не все гладко. То, что отражения не работают правильно в полете, это большое разочарование на самом деле. И, конечно, в дополнение исправленное множество ошибок. Некоторые я уже показал. Показывать и проверять все я, конечно, не буду, потому что список довольно длинный, и даже перечислять я его не буду, так что перечислю только наиболее существенные ошибки. Значит, первое – это исправлены мини-биомы. Это те биомы, которые расположены вокруг всяких зданий, в КСЦ и так далее. Эти мини-биомы раньше, когда вы могли запустить крафт или попасть в этот мини-биом, он мог застрять как бы в состоянии крафта, и даже когда вы перемещались на многие километры от этого места, ваша ситуация не менялась, и вы все еще находились в этом мини-биоме. Я с этой ошибкой сталкивался, и эту ошибку должны были исправить. Исправлены проблемы с пиропатронами в списке ступеней при использовании симметрии. Имеется в виду, что они могли нарушить последовательность ступеней и так далее. В общем, я не сталкивался, но говорят, что проблема очень была назойливой для тех, кто строил сложные ракеты. Также была такая проблема, что когда Kerbal выпадал из кресла внешнего, то после этого, когда он подходил к крафту, он мог проходить сквозь крафт, как будто бы он является призраком, и вообще физика не работала больше.
Теперь, после того, как он выпадает, конечно, если вы находитесь под крафтом, то первое время Kerbal сможет проходить сквозь него. Но после того, как вы отойдете, то определение того, что крафт твердый, сквозь него больше нельзя ходить, оно заработает нормально. То есть тоже такая проблема, с которой я сталкивался, ее исправили. Также была проблема, что если сделать быстрое сохранение, когда ваш Kerbal спускается на парашюте, а потом его загрузить, парашют мог перестать работать, и ваш Kerbal камнем падал вниз. Теперь это должно быть исправлено. Также исправили трение колес о поверхности, так что оно теперь будет лучше, правильнее зависеть от ускорения свободного падения, и это должно исправить соскальзывание всяких аппаратов, которые стоят на наклонных поверхностях. Также, и на первый взгляд мне показалось, что это действительно так, исправлены вот эти вот все опоры, которые раньше колебались по непонятным причинам. Подредактировали что-то, даже добавили новое поле для модеров, так что можно будет теперь для вот этих вот посадочных опор всяких указывать максимальную нагрузку. Но, к сожалению, я не вижу, чтобы этот параметр отображался в свойствах. Хотя очень хотелось, да? Ну и, наконец, последнее, что мне кажется важным из исправленных ошибок, это исправление работы джетпака у Кербалов таким образом, что они теперь поворачиваются корректно во всех сценах. Не знаю, что имеется в виду по сценам, и мне кажется, что... Я надеюсь, что это имеется в виду режим работы камеры, потому что раньше были какие-то очень странные вещи, когда вы поворачивали камеру, переключали режим, Кербалы могли очень себя странно вести, переворачиваться, начать кувыркаться и так далее. Теперь это должно быть исправлено. Теперь, что касается дополнения Making History, то тут изменений немного. Значит, сервисный модуль SM18, который у нас добавляется дополнением. Вот такой вот, если вы никогда его не видели, у вас нет дополнения, то он получил вот новый шейдер вот здесь вот. И, ну, вы поняли, о чем речь, да, вот именно об этой штуке. Также структурные панели из дополнения. А именно все вот такие вот структурные панели, которые разных размеров у нас есть и формы, они тоже получили новые текстуры и шейдеры, улучшенные с целью отображать металлический блеск, то есть золотая, серебряная. Вот такие вот они теперь. Тоже хорошо, потому что можно теперь будет не только ваш RovMate сделать блестящим, но и те части, которые к нему прицепляются, скорее всего, вы захотите все-таки использовать эти панели, хотя, может быть, у вас дополнения нет и вы не захотите. Также исправлено много ошибок в дополнении, связанных с редактором миссий, но на самом деле редактор миссии – это основная часть дополнения, поэтому так оказалось, что ему уделено большое количество внимания. Из нововведений дополнения теперь то, что узлы, которые позволяют устанавливать контрольные точки для пролета в миссии, можно теперь располагать под водой, что значит, что теперь можно будет делать миссии для всяких там подводных лодок, подводных проделок и приключений. Что касается ошибок в этом дополнении, то вот за то время, пока мы тут ждали моего обзора, я долго читал форум и все отзывы тех, кто решил отозваться все-таки на форуме к этому обновлению. В общем, некоторые игроки заметили странные изменения в аэродинамике, и в честь этого их самолеты даже перестали летать. Я попробовал это все проверить. Не все самолеты перестали летать, и мне кажется, для многих разницу в поведении заметить будет сложно. Но по ощущениям многих атмосфера стала более вязкой. Есть другое объяснение тому феномену, который у них появился. Это то, что теперь для вот этих вот всех фюзеляжей типа Mark II, Mark III подъемная сила, которая должна создаваться вот этой вот поверхностью нижней, она теперь направлена не вверх, как положено, а в ту же сторону, в которую направлено сопротивление воздуха, из-за чего сопротивление воздуха как бы возрастает, и кажется, что воздух стал плотнее. На самом деле это не так. Что-то поменялось именно в этом месте. Я пробовал запускать, как бы вы знаете, что можно включить отображение стрелок, которые показывают силы, которые действуют. И действительно, в некоторых случаях обе стрелочки, то есть и сопротивление воздуха, и подъемная сила вот этих вот частей, они были направлены в одну сторону. Но как только крафт получал какой-никакой угол атаки, то
подъемная сила начинала направляться в правильную сторону. В общем, не знаю, есть ли на самом деле эта проблема. Если она есть, будут ли ее исправлять? Если будут ее исправлять, то как скоро? И стоит ли вообще привыкать к этому поведению и обновляться, или пока что откатиться назад на 1.4.5? Что касается лично меня, то я пока на 4.5 остаюсь. Продолжать разработку своего геймплея для следующего сезона. Не потому, что 1.5 какая-то сильно уж плохая, на самом деле некоторые исправления ошибок весьма меня интересуют. Но также потому, что, естественно, моды должны еще обновиться, их у меня около сотни, и сами понимаете, что у моддеров на обновление модов может уйти время, может быть даже несколько месяцев. Ну на этом все, всем пока.